X99 Max на процессоре AMLogic S905X2 на канале Технозон. Поехали! Привет, это Технозон. Сегодня мне на обзор достался X99 Max на 905X2 процессоре, вариант 4х64 с 5 ГГц Wi-Fi и, казалось бы, очень интересная приставка. Интересна она своим процессором, потому что мне, честно вам скажу, 905X2 нравится больше, чем 905X3. Он меньше греется, он более стабильно работает, при этом имеет на фоне своего графического ядра Mali G31 практически ту же самую производительность. Но что же это конкретно за экземпляр X99 Max? Мы давайте с вами обратимся к AliExpress и посмотрим, сколько нам его предлагают и что нам говорят, что у нас внутри, вернее, какая комплектация. Мы сейчас на AliExpress, мы видим, что за версию 4х64 они просят 53, почти $54, за 4х32 просят $46. Внутри у нас 4 гигабайта DDR4, как они говорят, 64 или 32 гигабайта eMMC, Android 9, 905X2 64-разрядный процессор, сразу врут, он работает в 32-битном режиме, 5 гигагерцовый Wi-Fi, LAN RJ45 на 100 мегабит. Это очень плохо. Во всем остальном они здесь умолчали насчет 5.1 звука, потому что там они нам приготовили сюрприз. И больше ничего здесь интересного. Ссылка на этого проверенного продавца лежит в описании под видео, если кому-то необходимо. Что еще нам положили в комплект? Мы уже видели с вами изображение на пульта. Такой самый обыкновенный, честно говоря, говнистый пульт. Есть HDMI кабель и есть у нас блок питания 5 вольт, 2 ампера. Тоже ничего примечательного здесь нет. В результате тестов мы очень много чего увидели и рассказать нам есть о чем. Во-первых, приставка имеет некоторые и плюсы, и минусы. Основной плюс — это то, что она абсолютно не греется. Хотя мы сразу вошли в throttling тест, увидели какие-то непонятные результаты. Мы потом через CPU load генератор получили достаточно классные результаты. То есть она больше 65 градусов у нас не нагревалась вообще при полной загрузке. Частота не падала и она не тротлила. Это круто. У нее работает YouTube 4К, у нее смотрится без проблем контент 4К в виде торрентов 4К онлайн до 50 гигабайт. Почему до 50 гигабайт? Да потому что здесь LAN RJ45 на 100 мегабит. То есть при подключении 100 мегабитного LAN я смог посмотреть торрент. Почему я не смог этого сделать на 5 ГГц Wi-Fi? Потому что 5 ГГц 40 мегабит. В край хреновый, то есть сетевые модули херня. Вот говорю как есть, ребят, вот фигня. 2.4 модуль 20 мегабит на загрузку, 30 на выгрузку. Ну, здесь уж сильно сэкономили. И нет абсолютно никакого 5.1 звука. Как я не бился со своим Harman, ничего у меня не получилось. Не выводит, Kodi не видит мой Harman. То есть в настройках мы ничего сделать не смогли. И SPDIF этот тоже абсолютно ничего не показал. Короче, если у вас есть какой-то опыт использования такой приставки, у вас есть 5.1 звук, напишите в комментариях, как вы это сделали. То есть у нас ничего с этим делом не получилось. Все остальное советую вам смотреть в самом обзоре. Игровые возможности тоже немножко подкачали. Например, Asphalt 8 у нас просто не запустился на этой приставке, он не смог закачать ни через Wi-Fi, ни через LAN данные. Хотя в танке мы поиграли очень неплохо, в 60 FPS на средне-низких настройках он гонял, при этом с температурой какой-то непонятно низкой для меня. То есть действительно охлаждение здесь классно сделали. Ну и в принципе хочу сказать, что это не чистый X99, это OEM, вы это тоже увидите, когда мы будем рассматривать эти данные в AIDA. На боках у нас есть с вами разъем для TF-карт, есть у нас USB 2.0, USB 3.0, есть у нас SPDIF, LAN RJ45, мы уже это говорили, HDMI кабель, есть разъем питания и больше ничего здесь нет. Кстати, здесь очень правильно организованная система охлаждения, есть снизу вот эти вот диффузоры охлаждения и есть боковые пропилы в верхней части корпуса. Это то, о чем я говорю на всех приставках. Делайте именно таким образом. Снизу диффузоры, сверху пропилы. И получается по принципу конвекции захватывается воздух холодный снизу, выходит
выходит через верх горячий. У нас получается постоянное воздушное охлаждение этой приставки. Вот за это плюс и за дизайн плюс. Хотя я не люблю цветастые приставки, я очень люблю космос с планетками. Здесь мне понравилось. Во всем остальном ждем резюме, для того, чтобы вы потом не говорили, что я рассказываю, что все приставки охренительные. Нет, ребят, дождемся резюме, там будет все понятно. Но кроме ссылки, кстати, в описании под видео у нас есть под видео кнопка подписаться и колокольчик, если вы этого еще не сделали. А я вам это советую сделать, потому что вы пропустите розыгрыши ценных призов, подарков, которые у нас проходят на канале. Ссылка на очередной розыгрыш лежит в описании под видео. Но сейчас я говорю вам хава-банга, ребята. Это же Бубльгум и X99 Max на канале Технозон. Поехали. Итак, у нас до боли знакомый интерфейс. Вот этот вот X99, он достаточно интересный по своей начиночке. Поехали с вами посмотрим, что же у нас есть в настройках. Сеть и интернет. Обязательно подключаем с вами 5 ГГц, потому что мы будем его проверять. Аккаунт у нас добавился без проблем. Есть у нас пульты X40, куда мы сейчас с вами подключим геймпад. GameSir наш найден и добавлен. Сейчас попробуем, он должен провибрировать. Есть, он провибрировал, на кнопки реагирует, поэтому здесь все в порядке. Об устройстве мы видим, что это Go, A9X. Вот так вот как-то интересно. X99 поступила, эта компания поступила и взяла, скорее всего, OEM на Android 9. Ну да ладно, в принципе. Больше у нас ничего здесь в меню интересного нет. Должен быть где-то еще Droid Settings, и он нам очень важен. Проверить, что там есть. О, расширенные настроечки. Дисплей. Поддерживает он разрешение от 480p до 4К. В принципе, у нас здесь есть раздел Dolby Vision, который не работает. Это само собой понятно. HDR у нас абсолютно рабочий. HDMI цик у меня завелся на выключение, на включение пока что никак. Playback Settings, хотя он здесь есть, автофреймрейт здесь работает через AFRD. Это мы сейчас тоже с вами проверим. Audio Output будем проверять, что он пробрасывает. Power Key Definition, есть возможность настройки на кнопку выключения, включения питания. Можно поставить сон, есть апгрейд Bluetooth Remote. Вот это-то зачем? Picture это абсолютно не работает в данной приставке. То есть вы можете менять картинку, можете менять контраст, яркость. Это на картинку никак влиять не будет. И More Settings это чистые настройки, вернее настройки чистого андроида. Больше тут ничего нас не волнует. В AIDA 64 мы опять же с вами видим Go, A9X, AM-Logic, Franklin 4 гигабайта на 64. Центральный процессор Cortex A53, 4 ядра по 1.8. Кстати, этот процессор мне нравится больше, чем S905X3, но намного больше. За отображение отвечает все тот же Mali G31, такой же, как на платформах S905X3. Сеть у нас вроде бы, какой плохой знак. Когда в AIDA 64 на 5 ГГц сети выдает 65 мегабит, то это уже говорит о том, что ничего хорошего не будет. Сейчас мы в этом удостоверимся. Доступ к температуре есть. Кстати, температура здесь вообще шикарная. Сейчас мы с вами запустим CPU Float, для того, чтобы видеть, какая у нас будет температура в процессе тестирования, видеть ядра. Если мы зайдем с вами в FRD, мы увидим, что демон включен, root права предоставлены, поэтому у нас автофреймрейт здесь работает полноценно через FRD без каких-либо препятствий. То есть он клацает на все абсолютно частоты. Стартанем стандартный тротлинг тест и посмотрим на результаты через буквально уже пару десятков минут. Ребят, не совсем адекватная ситуация с тротлинг-тестом. Оно пишет, что оно тротлит, но при этом частота у нас 1.8. Вот это очень интересно. Почему? Потому что это значит, что тротлинг-теста, вернее тротлинга как такового нет. То есть обычно при тротлинге сбрасывается частота процессора. Здесь у нас тротлинг-тест показывает ахинею какую-то. Я так подозреваю, что скорее всего какая-то хрень в прошивке, что я уже встречал не раз, отъедает у нас, скажем так, эту самую производительность самого процессора. Поэтому мы с вами перепроверим результаты тротлинг-теста через CPU Load Generator. То есть через приложение, которое загружает процессор, мы должны с вами проверить, насколько у нас будет падать частота или нет, буквально через 15-20 минут этого самого тестирования. И само собой, насколько упадет температура.
А вот здесь мы с вами нагрузим его по полной программе. Это жестче, чем тротлинг-тест. Он забивает полностью 100% частоты процессора, вернее, производительности процессора. И будем смотреть в течение 10-15 минут. Сейчас у нас Awake 6.54, то есть он в состоянии работы уже 6 минут 56 минут. И посмотрим, когда это будет там, 20-25 минут вот этой вот самой производительности. Что ж, ждем. Если у нас сохранится частота 1.8 и температура будет в пределах нормы, то мы будем понимать, что приставка не тротлит и охлаждение сделано оптимально. Ну и то, о чем я говорил. Температура, мы видим, что у нас Awake 22 минуты. Температура у нас выше 65 не шагнула. Частота не упала 1,8 ГГц. Все на максимуме, поэтому мы понимаем с вами, что приставочка не тротлит и не греется. Охлаждение здесь сделано добротно. Сетевые возможности Wi-Fi 5 ГГц. И вот это то, о чем я вам говорил. 42 мегабита. Ну неужели нельзя было на столь хорошо скомпонованную приставку, на X2 процессоре сделать нормальные 5 ГГц? Это, честно говоря, возмущает. Просто-напросто возмутительно. Давайте 2.4 тестируем и LAN RJ45. 2,4 ГГц, я думаю, что здесь тоже особых сюрпризов не будет, и это будет, скорее всего, в районе, ну, как я и говорил, 20 мегабит, то есть половина от 5 ГГц. 20 мегабит на загрузку, это такой середнячковый результат, и 30 мегабит на выгрузку. Ничего интересного он нам не принес в плане каких-то сюрпризов. Я включаю сразу, давайте дождемся 2.4 конца. Я включаю сразу LAN RJ45 и стартуем на LAN RJ45. По идее здесь 100 мегабит и тоже ничего интересного нет. Ну и да, тут стандартная сотка, 93-94 на загрузку и скорее всего тоже около 94 на выгрузку. Ничего интересного здесь в плане сетевых модулей абсолютно нет. Что же нам покажет CBDD-тест на USB 3 порту или порту? Скорость USB порта и скорость копирования памяти. Ждем. И что самое интересное, у нас CBDD-тест отказывается работать здесь на USB 3. А вообще-то жесткий диск работает или нет? Сейчас посмотрим. Нет, CBDD-тест не хочет запускаться, поэтому скорость USB 3 порта мы проверить не можем. Разве что путем прямого копирования, не более не менее. Давайте через ES-проводник попробуем это сделать. Хотя это очень странно. Дело в том, что доступ к SSD-диску моему есть. Ну, ладно. Попробуем скопировать какой-нибудь файл и перенести его, вернее скопировать его во внутреннее хранилище, в локальное. Вставим сюда и посмотрим на скорость чтения. И это у нас 57 мегабайт в секунду. Это отличная скорость USB 3 порта. Здесь вы сможете спокойно смотреть самые тяжелые фильмы с вашего внешнего жесткого диска. Ну и раз уж мы на жестком диске, то мы сразу же с вами переходим к тестированию на мультимедийных возможностей. У нас в принципе все системные тесты закончены. Сразу же поехали тяжелые тестовые ролики и тестовые файлы. Давайте попробуем 180 Mbps на стоковом проигрывателе. Воспроизводится идеально. Здесь у меня как бы вообще вопросов, претензий нет. Ничего не дергается, ничего не тормозит. Температура при проигрывании 56 градусов. Это просто отлично. Поэтому здесь как бы все отлично. Вы с внешнего жесткого диска можете смотреть все, что хотите. Идем в тесты обратно. Попробуем замахнуться Jellyfish 400 Mbps. Очень интересно, что у нас получится. И 400 Mbps с мелкой профрезовкой идет, но дело в том, что здесь уже ограничено, скорее всего, скоростью USB 3 порта и непоследовательной записью. 300 Mbps попробуем проиграть. Давайте, пробуем. Ну, 300 Mbps вообще идеально проигрывает. Слушайте, вот в вопросах декодирования здесь все более чем хорошо. Gemini Man 68 гигабайт стоковым видеопроигрывателем. Проигрывает он его с HDR просто-напросто отлично. Сейчас мы смотрим самое начало. Давайте сцену с поездом перемотаем, чтобы было видно, что у нас там есть красиво. 60 FPS, 4К с HDR. Тоже у меня никаких претензий, вопросов нет. 56 градусов. Очень низкая температура, она абсолютно не греется и не тротлит в том числе. Поэтому вот для проигрывания фильмов из локальных каких-то дисков это подходит идеально. Так, а вот что у нас с аудио на данной приставочке? Давайте пробуем Dolby Digital Plus, проверим сейчас с вами с помощью VLC в режиме сквозного проброса звука. Давайте. И что самое интересное, у нас два канала стерео. Почему?
Потому что два канала стерео. Это очень как бы неприятно. И в режиме сквозного разброса у нас Dolby Digital Plus нет. Вот как-то так. Очень-очень неинтересно. А давайте пойдем в коде, потому что если Dolby Digital нет VLC в режиме сквозного проброса, это уже напрягает. И аудиопостру в коде тоже не видит моего ресивера. Крайне странно. Ребят, ну нет у него проброса звука никакого 5.1 канального. Как-то они что-то запороли в этом плане. Вот есть что есть. То есть у меня сейчас подключен мой любимый Harman Kardon или Harman Kardon. Короче, ребята, как там правильно мне писали, я, честно говоря, по произношению никогда не славился чистым произношением. А вот что нам делать с объемным звуком, если его здесь нет? Давайте выставим Digital Audio формат на авто в самих настройках и попробуем еще раз. Что-то мне так кажется, что что-то здесь не так. Нет, все равно в аудиопостру ничего нет. Фу, короче. Приставка абсолютно не может пробрасывать никакие стандарты звука, поэтому это отбрасывает ее за те деньги, которые она стоит, абсолютно на последнее место по факту. Но это не значит, что она не имеет права на жизнь в некоторых моментах. YouTube 60 FPS мы с вами обязаны просто-напросто проверить. И мы видим, что здесь 0 стартовых дропов из 580, ну короче они растут, 3840 на 2160. Вот YouTubeчик играет просто великолепно. Тут у меня вопросов нет и нареканий тоже. Мы можем подождать хотя бы пару минут для того, чтобы понять, сколько дропов появится. Какие-то единичные дропы сыпятся, но это абсолютно не критичный момент. То есть у нас абсолютно нормально все. С YouTube как бы приставочка дружит. Есть у нас Netflix черный, сейчас мы тоже его включим, проигрываем. И у нас, в принципе, здесь не может быть ни HD Netflix, ни Full HD. Качество просто ужаснейшее. 576p, скорее всего, есть такой вариант воспроизведения Netflix. Он работает, но я вам скажу, с преужаснейшим качеством. Это факт. Остается еще проверить 4К фильмы онлайн. Это торренты онлайн. Больше ничего здесь из мультимедиа проверять не буду. И проверим игровые возможности. Пробуем с вами какой-нибудь торрент, например, Jumanji 4K из торрентов. И у нас есть из тех, которые хорошо раздают. Ультра HD Blu-ray диск DMux на 47 гигабайт. На больше здесь рассчитывать при его сетевых модулях, он сейчас подключен через локальную сеть, через LAN RJ45, рассчитывать на больше не стоит. Пробуем 47 гигабайт, если проиграет, то в принципе еще на что-то эта приставка годна или пригодится, или годна. Как вообще правильно это сказать? И вы знаете, действительно этот торрент воспроизводится. Вот знаете, что хорошо в этой приставке? Это 56 градусов при воспроизведении 4К торрента на 47 гигабайт. Пускай немножечко проигрывается, вернемся к этому торренту чуть-чуть попозже. Все отлично. Ребят, 56-57 градусов. Такой температуры при проигрывании торрентов 58. Пускай оно даже станет 65 через 2-3 часа проигрывания, но такой температуры я действительно еще не видел. Выходим с торрентами, у нас вопросов нет. Мы проигрывали 47,2 гигабайта торрент. Все здесь суперово. Давайте оценим все-таки, какие игровые возможности могут у этой приставки быть. Они могут быть. Почему? Потому что Android TV игры, они не столь суть требовательные, не настолько требовательные, как все думают. В результатах 3D Mark мы с вами можем увидеть следующие цифры. Это 9929 баллов в iStorm Unlimited и 5466 баллов в iStorm Extreme. Кстати, попрошу заметить, это даже немножечко больше, чем S905 X3 процессоры, вернее приставки на этих процессорах. Поэтому мы с вами попробуем поиграть хотя бы в Асфальт, в Легенды и в World of Tanks. Давайте вот три игры, какие мы с вами потестируем. Где мой геймпад? И подключаем заново мой GameSeer и поехали пробовать. Асфальт 8. Красивая картинка, кстати. И блин, Асфальт 8 здесь не работает. Ни на Wi-Fi, ни на LAN. Обычно LAN выдергиваешь, и на Wi-Fi он загружает эти данные. Здесь он пишет, не удалось завершить загрузку. Блин, ну как так? Вот объясните мне. Придется его еще останавливать вручную, потому что он будет сейчас постоянно выдавать. Вот не удалось завершить загрузку. Получается, что и поиграть на этой приставке я не смогу. Слушайте, я Легенды пропускаю. Давайте тогда сразу World of Tanks. У меня начинает немножечко подгорать, как я это говорю.
А вот World of Tanks запустился. И запустился на неплохих FPS, больше 50. Слушайте, ну как бы мне очень удивительно. У нас есть противоречивая приставка. Половина не работает, половина работает. И знаете, либо не работает вообще, либо работает хорошо. Меня это возмущает. То есть, когда вы беретесь за идею, все же упирается на самом деле, ну кроме Wi-Fi модуля, именно в программное обеспечение. Зачастую именно это является основополагающим в выборе самой приставки. Давай, пам! Я промазал, я снес какой-то заборчик, не больше. Слушайте, ну температура у нас при проигрывании 61 градус, а я очень сильно надеялся, что она будет греться. Все-таки в этом плане она себя показала с хорошей стороны. World of Tanks на этом играть можно, и даже нужно, я считаю, потому что работает это отлично. Ну, давайте все-таки кого-то проредим. Пам! Под башенку. 186. Отлично. Выходим, резюмируем данный смартовый бокс. Уж очень он непонятный для меня получился. Из выводов хочу сказать, что если вы хотите просматривать на приставке вот просто ютубчик, IPTV и с жесткого диска фильмы, то мы однозначно можем рекомендовать эту приставку, потому что она действительно не греется. Но как только вы хотите на ней получить нечто большее, например, какие-то тяжелые игры, какие-то тяжелые сервисы, тяжелые фильмы, я думаю, что эта приставка не для того. У нее крайне сырая, у нее крайне сырая прошивка. В ней постоянно выбивают какие-то приложения. Кинотренд я запускал через какие-то дебри, я постоянно останавливал, перезапускал, и это действительно было. То есть постоянно выдавал ошибку, потом запустилась. Плюс слабый модуль Wi-Fi 5 ГГц. И если вы хотите, допустим, в таком же ценовом диапазоне приставку, то я советовал бы обратить внимание на X2 Cube или X2 Pro. Но за деньги выше $50 на данный момент эта приставка не может быть рекомендована однозначно каналом Технозон. Так что однозначное наше слово такое, что мы не рекомендуем данную приставку и можем ее рекомендовать только для тех, кто смотрит фильмы с жесткого диска, фильм YouTube 4К 60 FPS и простой IPTV. Больше ни для чего эта приставка не годится. В целом задумка хороша, но реализация очень даже слабая. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.